Кроме этого, существует также множественный портрет, изображение более чем одного человека на холсте или бумаге для художника представляет уже ряд новых других проблем. И одна из них это то, что практически невозможно заставить всех натурщиков позировать одновременно. А если и получается последовательно приглашать людей и позировать, будь то, например, хотя бы один и тот же человек. Бывает так, что для одной работы позирует один и тот же человек. То есть там 10 человек и позирует один и тот же человек. Так вот, даже если получается убедить натурщиков позировать отдельно, они должны выглядеть как часть единой композиции, иначе законченный просто портрет будет выглядеть искусственным и неестественным. Давайте подумаем, какие средства изобразительного искусства помогают нам в многообразном портрете, в множественном портрете. Итак, нужно помнить, что пространство играет ключевую роль между этими людьми. Оно создает в композиции, охватывает и связывает всех действующих лиц. Также помним, что если у нас есть больше одного человека, то у нас будет взаимоотношения между людьми. Логично. Это значит, что эти люди связаны, первое, общей деятельностью, будь то застолье, совместный отдых, пикник, прогулка. Все это связывает их вместе. Второе – это их отношение к другу посредством позам и игры жестов. Здесь играет огромную роль, это все создает композицию. Здесь играет огромную роль зрительный зрительный контакт, который создает композицию движения. Он создает отношения и композицию. Это безумно интересно. Кроме того, посредством композиции, зрительного контакта и всего остального, игрой жестов, позиции, позы, можно показать отношение людей друг к другу. Отторжение, изоляцию, смех, дружбу. Очень интересный прием, что пустое пространство между людьми создает плановость и глубину изображения, что делает еще больше трехмерно. А если вообще работа огромная, мы ее поставим где-нибудь у стены и будем идти издалека, то нам будет казаться, что там есть люди настоящие, что там есть комната. То есть это все создает иллюзию пространства и композицию усиливает и создает плановое пространство. Также все это может показать раскол, отторжение, отчуждение и просто неприятие другого коллектива.